Александра, как давно вы в Казахстане? Как вам, в принципе, Казахстан? Ну, и вы там по делам фонда? В Казахстане я 3 недели. Мгм. Это было чистое совпадение. Я прилетела в Алматы в 9 утра 21 сентября. И я хотела посмотреть город и сходить на концерт Димаша. Дальше случилась мобилизация, и пришлось полностью заниматься этим вопросом. Поэтому, например, Алматы я практически не видела. Мне нравятся казахи именно своей отзывчивостью. Это народ, который действительно сам не осознает, насколько он отзывчив. То есть у них концентрация отзывчивости. А в стране они к этому привыкли. Они относятся к этому как само собой разумеющемуся. Их с детства этому учили. Но когда ты приезжаешь со стороны, смотришь на это, ты видишь, насколько это всеобъемлюще. А если ты спросишь, какой адрес, они тебя и доведут до этого адреса, скажут, ты скажешь, нет, не надо, я сама, нет, я доведу, и вот будут тебя доводить до этого места, куда тебе нужно. Это очень здорово. Насколько жителям Бурятии легко легализоваться, найти работу, насколько они погружаются в атмосферу? Я с самого начала объясняла это казахам о том, что те же буряты, которые приехали, например, в Казахстан, это все-таки те, кто находится в состоянии транзита. То есть у многих просто не было загранпаспортов. То есть это не станет балластом и тяжестью для Казахстана, эти люди. Поэтому многие сейчас нашли какую-то временную работу, абсолютное большинство из тех, с кем я общаюсь. Причем они мне очень нравятся, они не сидят на месте. У нас есть различные чаты, Бурятия КЗ, буряты в Казахстане. И, в общем-то, они там все кооперируются, ищут разную работу, находят ее. Это все очень здорово. Но многие из них подали документы на получение загранпаспортов через посольство Российской Федерации в Казахстане. И впоследствии вот все, с кем я общалась, они планируют уехать в Соединенные Штаты Америки. И поэтому мы всегда говорим о том, что скоро в Соединенных Штатах Америки штат Орегон переименуют в Орангой, потому что это бурятское село. Действительно, поток просто колоссальный. Такая победа стратегическая Владимира Путина, что буряты уезжают в главную страну НАТО и в ту страну, с которой сражается Российская Федерация. То, что я слышала, что за последние 2 года около 50 тысяч бурят уехали именно в Америку. Это только в Америку. Это вообще очень интересная история в том плане, что последние 4 года я это наблюдаю. Поток колоссальный. Никому не открою большого секрета о том, каким образом те же буряты уезжают в Соединенные Штаты Америки. Они подаются на убежище по признаку расовой дискриминации в России. И насколько я знаю, что американские власти довольно неплохо выдают убежище именно тем же бурятам, потому что они знают о том, что проблема расовой дискриминации, она очень актуальна для России. И это, опять же, показательно. Как вы себе объясняете вот эти 4 года, когда происходит такой огромный поток? То есть это получается не после 24 февраля, а уже на протяжении... Нет, до. Потому что никаких перспектив нет. Почему оказалось так много контрактиков, например, среди бурят, да, и жителей Бурятии? Потому что перспектив никаких нет. То есть у нас такая успешная федерация, в которой регионы, в том числе национальные, живут просто на грани выживания. И люди знают несколько перспектив. Контрактная служба, работа вахтовым методом на севере России, и Москва и Петербург. Это даже уже не Петербург. Петербург тоже, на самом деле, живет довольно скромно. Москва есть только. И вот ты приезжаешь в Москву, и там ты сталкиваешься с тем, что ты не русский, чурка, узкоглазый, и вот все, что связано с этим. Кстати, Бурятия стала одним из первых регионов, где подняли вопрос о том, что в Конституции появилась новая статья о государствообразующем народе. Это теперь, знаете, притчевый язык, и все всегда с иронией говорят. Что касается государствообразующего народа, то есть это надо было, да, довести до такого состояния, что все это произносят так с ноткой иронии. Буряты вообще в рамках деятельности своей, фонда «Свободная Бурятия», в принципе, подняли первыми вопрос абсурдности
этой войны. Не только потому, что мы изначально пацифисты и против любой войны, а то, как Кремль изначально объяснял эту войну. Денацификация Украины. Ну, это звучало настолько бредово. И очень сильную роль, вот нам часто говорят, вот, свободная Бурятия, это ребята, которые давно не живут в Бурятии. Меня все время упрекают за то, что я вообще выросла в Петербурге. Но, извините, я выросла в Петербурге и гораздо больше ощутила эту проблему расизма в России. Потому что, может быть, если бы я жила в Бурятии, как-то там плюс-минус люди привыкли вместе жить, и русские, и буряты, это одна история. А когда ты живешь в Петербурге, и действительно сначала в нулевые все эти бесконечные нападения неонацистов на мигрантов, на студентов темнокожих, все я прекрасно это помню, и митинги с криками «Россия для русских», и потом ты чуть не сошелся в каком-то вопросе с женщиной в банке, и тебе говорят, что вали в свой Узбекистан, и ты просто к этому привык. Ты постоянно привык, что в любом конфликте тебе укажут на то, что ты не русский. И ты вот в этом постоянно живешь, варишься, и у тебя уже куча из этого комплексов, то есть что ты обязан одеваться лучше, говорить лучше. То есть ты обязан прыгать выше головы для того, чтобы достичь уровня алкоголика из Рязанской области. По сути, это получается так. И мы были первыми, кто об этом стал говорить. Почему? Потому что та же Виктория Молодаева, моя коллега по фонду, мы с ней познакомились, это мало кто знает, мы с ней познакомились с того момента, когда она поучаствовала в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург». И я была первым журналистом, я тогда работала в «Новой газете» в Петербурге, которая написала материал о том, какой травле она подверглась просто из-за своей расы и национальности, когда писали о том, что бурятка не может быть главной красавицей русского города. И о том, что пусть бурятская дура, я цитирую, едет к себе в Бурятию и там участвует в конкурсах красоты. Это был просто тотальный хейт в ее адрес и буллинг. Ну, то есть я не люблю слова, понятно, англицизмы, но тем не менее это иначе не назовешь. То было абсолютно катастрофично. И Россия, безусловно, не имеет никакого морального права кому-либо указывать на расизм, нацизм и так далее. Мне кажется, тут достаточно подойти к зеркалу, посмотреться и увидеть, где главная проблема. А главная проблема в России. Поправьте меня, если я ошибаюсь, ваша мама поступила в аспирантуру в Санкт-Петербург, и вы переехали в возрасте 6 лет с родителями и младшей сестрой в Санкт-Петербург. Вы учились там на журналиста в Санкт-Петербургском государственном университете. Вы профессиональный журналист. Я закончила 2 университета. Это Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, кафедра международной журналистики. А уже позже я заканчивала магистратуру в Высшей школе экономики, факультет политологии. То есть я училась на политтехнолога, если говорить прямо. И моя дипломная работа, магистерская диссертация, была посвящена феномену хорроризации населения, что означает феномен запугивания населения средствами массовой информации. Все, что мы сегодня наблюдаем. Вашу журналистскую карьеру, огромное количество, скажем так, не то чтобы скандалов, но поводов, когда вы оказывались в центре внимания, именно потому, что вы не боялись привлечь внимание к таким очень некрасивым, очень проблемным ситуациям, которые есть в России. Вы говорили о фабрике троллей, да, и кто им оплачивает. Вы говорили о фальсификации на выборах. Вы очень много говорили о шовинизме. И сейчас, получается, вы весь вот этот опыт собрали вместе. Вы думаете, вы сейчас больше общественной деятельностью занимаетесь или все-таки журналистикой? Нет, безусловно, общественной деятельностью. Я поняла, что, в принципе, я готова к тому, чтобы озвучивать то, что думаю я, а не просто быть ретранслятором. И меня бесконечно раздражает, когда Владимир Путин говорит о нелегитимности украинской власти, потому что я неоднократно наблюдала фальсификации на выборах как раз в России и на выборах самого Владимира Путина. Когда я сижу на участке, мы ругались всю ночь. Нам не выдали копии протоколов, это 2012 год. И мы ушли с участка, у Путина 62%. Какая у меня должна быть реакция, когда я захожу в систему ГАС-выборы и вижу, что у Путина результат 82,5 или 83%? Ну, извините.
Я считаю, что Владимир Путин нелегитимный президент. Для меня он нелегитимный президент. И я не собираюсь даже его называть, по сути, своим президентом. Это просто человек, который захватил власть. И никаких расследований по данным фальсификациям не было. И я помню прекрасную историю на парламентских выборах, опять же, в 2011 году в Петербурге, когда две воспитательницы, обычные воспитательницы, приходят в суд, они осмелились на это, они пошли на это, и это само по себе сильное действие. Они пришли в суд, чтобы сказать, что подписи в протоколах не их, что они подделаны в измененных протоколах. Их даже отказались слушать, их просто не приняли в качестве свидетелей на заседании. И вот сейчас вы хотите сказать, что в Украине власть нелегитимная, а в России легитимная? Это или история известная с депутатом по кличке Расческа. Я немножко расскажу тем, кто не знает. 2016 год, выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, и в федеральные каналы попадает видео, где будущий депутат Дроздов, в общем, с расческой пытается пропихнуть пачечку бюллетеней в ящик. И он не понес за это никакой ответственности. Александра ему потом об этом частенько припоминала, называла, спрашивая у него расческу. Да? В конце концов, депутат, уже назначенный депутатом, называет Александру, не Громожаповой, а Громожоповой, что является, именно корень жаб, это очень распространенный в Бурятии корень, что в принципе, да, как бы оскорбление не просто одного человека, а такой национальности. Но в 2021 году, да, по-моему, он ушел из законодательного собрания. Его не допустили до выборов, его срезали на праймерис. И из того, что мне рассказывали, в Москве как раз не понравилась эта история со мной в 2016 году. И там ее как-то запомнили. В общем, вот опять, поведение, сказано, скандальное, почему она так некорректно себя вела и так далее. Что я должна была делать? Я видела конкретные фальсификации конкретного персонажа. Я знаю, что этот депутат абсолютно нелегитимен, что это даже не депутат. Несмотря на все это, он становится представителем законодательной власти Петербурга. Ты законным механизмом ничего сделать не можешь. Полиция делает вид, что ничего не произошло, прокуратура тоже делает вид, что ничего не произошло. У всех все хорошо, у Дроздова тоже все прекрасно, и только у тебя внутри не очень хорошо, потому что ты понимаешь, что это несправедливо. И, естественно, я понимала, что единственное, что я могу делать, это ему напоминать об этой истории и не давать об этом забыть. И поэтому каждый раз, когда я встречала его в коридоре парламента, я говорила: здравствуйте, Анатолий Владимирович, нет ли у вас с собой расчески? В общем-то, я считаю, что я своей цели достигла, и вот вода камень точит, это правда. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. В последнее время, в принципе, риторика российских политиков стала очень хамовитой, очень грубой, очень пошлой. Каким образом за короткий срок страна превратилась из интеллектуальной и самой читающей страны в озлобленное, хамовитое общество? В принципе, это было всегда. Просто в какой-то момент это хотели чуть заретушировать, чтобы выглядеть вроде как такими прозападными интеллектуалами. На самом деле основа-то она остается одной. И если мы будем читать, опять же, русскую классику, я всегда об этом говорю, что читайте русскую классику. Там все давно написано. Читайте Салтыкова-Щедрина, Тургенева, и Некрасова, и Грибоедова. Всегда так было. И вопрос в том, что не было никогда никакого импульса для того, чтобы это поменять. И когда мне говорят о том, что вот в 90-е было свободно. Да, телеканал Муз-ТВ и МТВ в 90-е мне тоже очень нравились. И НТВ было неплохим телеканалом. Но если мы будем вспоминать, что в 90-е говорили о тех же чеченцах, там была тоже риторика и хамовитая, и грубая, и в целом отвратительная. Распространялась идея чеченофобии, и все прекрасно об этом помнят, кто хочет об этом помнить. Путин просто довел до совершенства то, что было изначально. Человек не может взять и что-то со стороны привнести, если не было для этого основой.
Основа для этого была. Путин просто раскрыл самые потаенные негативные черты. Это ксенофобия. Он всегда ее разжигал на самом-то деле. И то у нас оранжевая революция случилась, украинцы плохие, потом грузины у нас плохие, мигранты, то есть мигрантофобия, когда была особенно ярко выражена в России, это, опять же, нулевые годы, когда у нас во всех просто проблемах страны были виноваты мигранты. Не власти, мигранты. И самое интересное, что люди всегда с этим соглашались обычно. Почему? Потому что оскорбить мигранта тебе за это ничего не будет. А предъявить какие-то претензии властям тебе за это может даже что-то и не очень хорошее будет. Поэтому весь принцип России, к сожалению, это унижение того, кто слабее. И выстраивается такая вертикаль власти, иерархия. Владимир Путин может оскорбить и унизить кого угодно. А тот, кто ниже Путина, например, Шойгу, может тоже оскорбить и унизить кого угодно, но Путина он оскорбить не может. И вот так все это выстраивается. И люди к этому привыкли, их это устраивает. И опять же, если вы будете читать Салтыкова-Щедрина «Историю одного города», он там описывает 3 типажа людей, населения России. И он говорит о том, что у богатых и так все прекрасно, бедные сами протянут руки и скажут, чтобы их взяли в рабство, и более-менее о недостатках системы бороться будут только средние люди, то есть средний класс. Поэтому это все было описано очень давно. Вы подняли тему Чечни. Новость последних дней. 18 октября парламент Украины, Верховная Рада приняла независимость Чеченской Республики Ичкерия, признала правительство в изгнании, признала геноцид чеченского народа и теперь предлагает странам ООН сделать то же самое. И такой указ парламента Украины снова начал лоббировать тему независимости Ичкерии. Я задаю вопрос вам, так как вы работали в Кавказ-Триале, вы именно занимались Северным Кавказом, вы были в Чечне, я видела ваши фотографии оттуда. Вы изучали историческую, политическую ситуацию в Чечне. Как вы себе объясняете происходящие процессы и почему это было сейчас важно? Я считаю, что это моральная очень большая поддержка для многих чеченцев, потому что сейчас многие обсуждают Украину, войну в Украине, мир за Украину, мир помогает Украине. В ситуации с Чечней такого не произошло. Весь мир согласился, будто что все чеченцы террористы, что это какие-то ваххабиты, которых нужно уничтожить. И, в общем-то, глаза на это закрывали. И я по многим своим знакомым чеченцам, в частности, я хорошо общаюсь с бывшим представителем Асланом Асхадовым, Эрбеком Вачигаевым, историком. В нем всегда чувствовалась обида на мир за то, что они их не поддержали и закрыли глаза на то, что с ними происходило тогда. Поэтому я знаю, что для чеченцев вот то, как мир был равнодушен к ним, это больная тема. Что касается вообще того, что делает сегодня Украина, я считаю, что Украина делает очень много для деколонизации Российской Федерации, и на самом деле Украина делает больше, чем кто-либо. И я часто украинцам говорю, что они пока сами не осознают масштаба того, что они делают. Я даже разговаривала с жителями Казахстана, с гражданами Казахстана, к слову, этнически русскими, которые придерживаются либеральных взглядов, и они говорили о том, что история Казахстана творится в Украине тоже. И многое от того, что произойдет в Украине, отразится на Казахстане. И Украина в этом смысле пока, опять же, не осознает, что она стала флагманом многих изменений. Понятно, что для них сейчас самое главное выжить, когда их уничтожают физически. И мы поначалу многим лидерам российской оппозиции, благодаря своей прежней работе, я с ними, со многими
очень хорошо знакома, я говорила, ну это же война имперская, ну это же уничтожение, получается, продолжение языка украинского, ее идентичности, все, что произошло с коренными народами России. И многие лидеры либеральной мысли в России, они этого не понимали. Им казалось, что это одно с другим не связано. Я говорила, ну как же, вот это такое отношение свысока к коренным народам России, оно сейчас выплеснулось на Украину. И они, опять же, этой связи не видели. И украинцы предоставили нам очень много эфирного времени на своих телеканалах и давали нам возможность об этом говорить. И после того, как мы благодаря украинцам начали об этом говорить, здесь подключились мировые медиа, И потом Washington Post, Financial Times, Vice, Time и так далее. И они все стали тоже об этом писать, о проблеме коренных народов России, об уничтожении языков коренных народов России, о том, что их действительно используют в качестве пушечного мяса, как бы это высокопарно не звучало. И в этом смысле то, что Украина признала независимость Ичкерии и геноцид чеченского народа, это продолжение политики деколонизации. И в этом смысле Украина является флагманом этих процессов. И я вас уверяю, что спустя годы в учебниках истории так и напишут, что российский шовинизм победила Украина. Я в этом уверена. Но это стало триггером для других регионов тоже, для других народов. И сейчас в международной повестке, это обсуждается. Многие регионы готовят документы о том, чтобы их тоже признали порабощенным, да, по-моему, правильный перевод будет на русский язык, порабощенным народом, признали геноцид и таким образом получить какой-то суверенитет от России. Я знаю, что вы за федерализм. Но как вы Как оцениваете... наиболее безопасный и менее травматичный путь, да. Как вы оцениваете, как вы себе объясняете текущие международные мировые процессы, что история идет таким образом, и нам просто нужно смириться с тем, как идет, и стараться минимизировать какие-то потери, стараться сделать это максимально менее травматичным путем, как вы это называете? Я точно знаю, что как раньше не будет. Это абсолютно точно. Эти процессы уже запущены. Во-первых, самую сильную роль антивоенную в этих процессах играют этнические антивоенные движения. В общем-то, все уже об этом говорят. И то, что было вначале, не очевидно, что так будет. Но этнические антивоенные движения, почему они появились? Потому что именно коренные народы ассоциируют себя с украинцами. Потому что мы в украинцах увидели себя. И то, что многие ощутили себя собой, как будто начали просыпаться потихоньку от этого сна, это есть, это уже чувствуется, от этого никуда не уйдешь, эти процессы запущены, и их запустил Владимир Путин, что очень важно отметить. Потому что не надо было ему открывать ящик Пандоры под названием «Русский мир», денацификация Украины и так далее. Потому что, окей, русский мир, а мы кто? А мы не русские. А почему ты выступаешь только за русский мир? А как же бурятский мир? А как же калмыцкий мир? Аварский? Это интересно. Также многие обратили внимание, что и другие страны стали про это говорить. Опять же, когда Россия объявила, что она будет денацифицировать Украину, тут уже так, скажем так, ухмыльнулись такие народы, как казахи, кыргызы, таджики, узбеки, которые стали говорить: хорошо, ребят, а какая была ситуация с теми же таджикскими или узбекскими мигрантами в России? Как вы с ними обращались, что вы им говорили, и были ли вы так настроены антифашистски, как это вы делаете сейчас? Поэтому в любом случае это будет меняться. Другой момент, что кто-то, я знаю, из тех же, кого я знаю, адекватных, абсолютно вменяемых русских в Казахстане, они немножечко напряжены из-за возможного шовинизма в отношении русских, да, местных, например. И в этом смысле их подставляет абсолютно точно, я считаю, Владимир Путин.
и Российская Федерация. Потому что почему это все равно отношение, оно такое негативное, подсознательно остается? Потому что Российская Федерация и государствообразующий народ, он не принес своих извинений в связи с тем, что происходило и в советские годы, и в Российской Федерации. И мы всегда говорим о том, что нам нужно объединяться по принципу действительно адекватности, отказа от имперских настроений, отказа от шовинизма. И русские, и буряты бывают разными. И есть русские, которые абсолютно точно понимают, что страна с равными правами разных народов – это здоровая страна. То, что есть сегодня, это ненормально. И то, что есть сегодня, и привело к тотальной изоляции России от всего мира и к войне с Украиной. Казахов, кстати, самая высокая смертность в России, да, именно среди российских азиатов, да, к сожалению, это казахи. Просто я думаю, что, честно говоря, Кремль не хочет, чтобы на это обратили внимание массово, потому что тогда у Казахстана появится вопрос, почему такое количество казахов погибает в этой войне. Но здесь как раз еще, мне кажется, вопрос того, как работает пропаганда. Смотрите, российские казахи, они оказываются на этой войне, к сожалению, и погибают. А казахстанские казахи, они против войны и за Украину. И это прям чувствуется то, насколько это все равно влияет, то, в каком направлении работает государство. Вот в Казахстане очень-очень редко, почти нереально встретить казаха, который бы поддерживал в этой войне Россию. В основном все за Украину. Я знаю, что сейчас вице-президент фонда, да, Виктория Молодаева, что она очень фокусируется на том, чтобы объединяться вместе, с другими регионами тоже и какой-то обмен информацией производить. Она эту работу очень активно проводит. И меня всегда, я говорю, немножко, опять же, улыбку вызывает, когда говорят о том, что это Госдеп решил создать большое количество организаций для того, чтобы развалить Россию. А на что сейчас существует фонд? На самом деле это донаты. Это как не шутка. То есть действительно очень большое количество бурят, и не только бурят, донатят. Потому что многие не могут высказаться публично. Но многие при этом хотят что-то делать. Александра, я у себя на канале написала о том, что у нас будет с вами интервью, и спросила, если есть какие-то вопросы, задавайте. Поступило несколько вопросов, я вам зачитаю. Кадыров написал, что чеченцы перевыполнили план частичной мобилизации на 250%, если будут списки людей, которые воюют из Калмыкии и Бурятии, может быть, по численности на душу населения тоже перевыполнили план частичной мобилизации на 250%. Ситуация с Чечней и с Кадыровым я вообще не готова воспринимать все, что говорит Рамзан Кадыров. Эта война для Рамзана Кадырова – это акт саморазоблачения. Это абсолютно точно, потому что все увидели, что не так страшен Кадыров, как его малюют. Но ощущение, что из национальных республик призывают больше. Безусловно. Это правда. И я могу сказать, опять же, с теми ребятами, с которыми я общалась в Астане, которые уехали из Бурятии в мобилизации. Когда я их спрашивала, как вы думаете, почему уехали в основном буряты, потому что в Астане я вижу в основном бурят этнических, несмотря на то, что буряты в республике Бурятия являются меньшинством. И они сказали, так все же знали, что хватает сразу в первую очередь бурят. Между собой люди об этом говорят, и это уже в головах у людей осталось. Переведу в цифры. Насколько я помню из вашего интервью, вы говорили о том, что на встрече 60 человек жителей Бурятии, кто находится в Казахстане, 59 этнических бурятов, 1 этнический русский. То есть настолько буряты понимали, что в первую очередь именно бурятов избирают. Да, это абсолютно точно. И встреча у нас была, с одной стороны, теплая, с другой стороны, информативная, потому что мы им объясняли, какие документы необходимо оформить, в первую очередь для того, чтобы остаться в Казахстане, или хотя бы как транзит, все равно необходимо все документы оформлять. И второе, конечно, как вы знаете, наша репутация довольно подмочена. Для вас это не секрет. Все понимающие кивнули. Теперь ваша задача максимально интегрироваться, если вы останетесь в Казахстане, в казахстанское общество, максимально быстро найти работу и приносить пользу Казахстану. Если из вас хоть кто-то один, не дай бог, вляпается в какой-нибудь скандал или в какую-то неприятную историю, то это опять же ляжет тенью на всех нас. Поэтому не создавайте нам проблем, и себе, и нам.
И ту-ту-ту, прошел уже месяц, никто никаких проблем не создает, все работу нашли, все документы оформили. И опять же, я ими горжусь и считаю, что они молодцы, что они не участвуют в этой войне, а во-вторых, что они действительно стараются в Казахстане интегрироваться и уважают местные законы и порядки. Про подмоченную репутацию — это про боевых бурят Путина? Да, мы об этом говорили. Конечно, было очень грустно на все это смотреть, как мир о нас узнал, но узнал вообще не так, как мы ожидали, потому что мы всегда вот очень гордились и своей культурой, и своим образованием, и тем, что у нас письменность появилась раньше, чем у других, и так далее. И здесь мы оказались в такой ситуации, что нам приходится всем говорить, что вот мы не такие, как нас пытается изображать кремлевская пропаганда. А я считаю, что когда говорят, ну вот украинцы о нас так рассказывают, я считаю, что украинцы в ситуации, когда их бомбят, могут рассказывать все, что угодно. Потому что если бы меня бомбили, я бы тоже не сильно разбиралась, кто там бурят, а кто не бурят. Извините, это первое. А во-вторых, нужно всегда понимать, с кого это началось. Началось это все с Кремля, с Москвы, с Владимира Путина. И вот нужно всегда предъявлять претензии в первую очередь ему, а не украинцам, которые уже, не знаю сколько, 8 месяцев, больше 8 месяцев уже живут просто в состоянии ада. И когда они присылают те же видео даже вот с очередной тревогой, ну это же просто нереально. Ты каждый день просыпаешься и не знаешь, прилетит в твой дом ракета или нет. Просто даже гипотетически попробуйте поставить себя на их место. Это состояние постоянного стресса. Поэтому у меня вообще ноль претензий к украинцам относительно того, что они говорят о бурятах. Все что угодно они могут говорить о бурятах. Наша задача сделать так, чтобы буряты не участвовали в этой войне. И наша задача сделать так, чтобы буряты поняли, что они буряты, и что важно учить тот же бурятский язык, важно знать свою историю, и во многом важно брать пример с украинцев, которые борются за себя. Украинцы всему миру показывают, как это бороться за себя. Возвращаемся к вопросу от зрителей. Почему буряты, которые составляют 0,3% населения России, взвалили в лице фонда «Свободная Бурятия» на себя роль просветителей 80% шовинистского русского большинства? И почему фонду кажется это перспективным занятием? Почему это хорошая идея для другого населения России, включая калмыкам, присоединяться к этим усилиям? Все-таки все изменения в разных государствах, они начинались с того, что кто-то посчитал, что это несправедливо, и нужно об этом говорить и делать. Вот и все. Поэтому никакого вот такого, скажем, мозгового штурма над бизнес-планом, вот как нам тут выступить и получится или не получится, у нас не было. Мы просто делаем изначально то, что верим. Что касается того, почему с бурятами так случилось, и вот ситуация с калмыками, открою секрет. Изначально мы хотели снять видео не только буряты против войны, изначально у нас была идея видео азиаты России против войны. И мы вели переговоры и с тувинцами, и с калмыками, и с другими народами. Но в первые месяцы войны был очень ярко выраженный нарратив про боевых бурят, а про боевых калмыков и про боевых тувинцев и якутов ничего вроде как и не было. И те, с кем мы беседовали, у нас сложилось такое впечатление, что им было очень удобно, что всех называют бурятами, и они вроде как и незаметны. А только потом, когда уже начали говорить о том, что это не обязательно буряты, что это могут быть и другие азиаты, только после этого люди обратили внимание на то, что, ну, наверное, стоит что-то делать. Поэтому почему это случилось? Потому что изначально был нарратив о боевых бурятах Путина. Если бы всех подряд азиатов не называли бурятами, может, и мы бы так быстро не сориентировались. Вот и все. Ищет ли фонд «Свободная Бурятия» своих единомышленников по федерализму среди других народов и почему? Важно ли фонду «Свободная Бурятия», чтобы другие национальные регионы оставались в составе России? И почему? Я говорю, что мы объединяемся все равно не по принципу расовому или национальному. Мы объединяемся по принципу отказа от шовинизма и имперской идеи. Что касается того, хотим ли мы, чтобы все народы оставались в рамках федерации и так далее, а это не нам решать.
Это решать другим народам. Если, например, Новгородская область захочет стать независимой Новгородской республикой, кто мы такие, чтобы им указывать и говорить: нет, оставайтесь с нами. Это решать жителям Новгородской области. Прям к завершению веду. Александра, знаю, читала у вас в Фейсбуке про то, что на последнем интервью пару дней назад нервы сдали, вы прям заплакали. Видим, мы всей страной наблюдаем, как вы теряли вес. И вот это вот нервное напряжение, которое вы испытываете, насколько я чувствую по себе, насколько я вижу среди других, испытывают очень многие. Когда вот кажется, что все настолько плохо в какой-то момент, что тьма настолько сгущается, и все очень плохо, и все очень страшно. Как вы справляетесь со стрессом? И есть ли у вас какие-то, не знаю, уже выработанные средства, как справляться, и вообще что делать, когда, прям совсем все плохо, и нервы сдают? Во-первых, я считаю, что если не мы, то кто? Если мы все время говорим о том, что главная проблема России, она в нежелании брать на себя ответственность, то мы своими «все, нам надоело, мы уходим», мы как раз проявим свою безответственность, а мы выступаем против этого. Поэтому если назвался груздем, полезай в кузов. Если ты начал это делать, то делай до конца. Нельзя бросать на полпути. Тем более война идет, погибают дети, погибают старики, погибают вообще люди, которым жить и жить. И нужно этому противостоять. Второй момент. Мне помогают украинцы. Украинцы и буряты, если честно. И другие народы тоже, не хочу никого обидеть, но и казахи. И вы видели по моим сторис о том, что я очень часто выкладываю сообщения, которые мне присылают, и пишу там, например, от украинки, от бурятки, от казашки. Почему я это делаю? Потому что задача Путина, она раскалывать мир, общество, сеять рознь, ненависть. А я считаю, что с помощью этих сообщений люди слышат друг друга. То есть украинка, например, пишет, как она устала, то, что их бомбят, что ее родственники из России отказываются понять, что им плохо, им тяжело. Бурятка пишет, что я не могу, я в окружении родственников, которые говорят какие-то страшные вещи, я не могу здесь находиться. И люди друг друга успокаивают. Мне правда хочется максимально добрую повестку нести, потому что вот эти перекошенные от злости лица, то, что мы наблюдаем, это то, от чего опускаются руки, а нам нельзя этого делать. Опять же, ни в каких моих интервью вы не увидите какой-то агрессии, грубости и так далее, потому что ее слишком много, этой агрессии. И Путин питается этой агрессией. И те люди, которые его поддерживают, они этим живут. И чем больше ненависти, злости, тем лучше. А я считаю, что победить их можно только с помощью солидарности, взаимовыручки и добра. Поэтому мне помогают действительно, как бы это странно ни звучало, вот украинцы. Это огромная сила этих людей, что несмотря на все, что с ними происходит, они сохраняют человеческий облик, и что они пытаются тебя поддерживать. Им плохо, но они пытаются тебя поддерживать. И таким же образом я стараюсь их поддерживать. И мне кажется, что в этом наше спасение. И я уверена, что как бы высокопарно ни звучало, но добро победит. А добро, оно вот такое. Ты делишься им, другой человек делится с еще одним человеком, и вот возникает такая цепочка добра и солидарности. Я в это верю.